Привет, ты на канале IT User Help. И я знаю, зачем ты сегодня зашел на это видео, потому что в этом видео я расскажу о том, как узнать пароль от Wi-Fi, если ты подключен к нему на смартфоне с операционной системой Android. Узнать пароль от подключенного Wi-Fi требуется во многих случаях. К примеру, ты просто забыл свой пароль от Wi-Fi. Либо тебе кто-то дал пароль, и ты его забыл. Либо ты дал кому-то телефон, чтобы он подключил тебя к его сети, своей сети, и ты даже не видел, какой пароль вводил человек. А потом тебе потребовался снова интернет, а ты не знаешь пароль. То есть, но у тебя телефон подключен. Поэтому тоже требуется узнать пароль. Либо ты хочешь просто кому-то дать пароль, чтобы он тоже подключился к Wi-Fi сети. То есть случаев, когда потребуется пароль от Wi-Fi, на самом деле очень много. И не теряя времени, давайте сразу приступим к решению этой задачи. Всего я нашел 3 способа, как на Android смартфоне можно узнать пароль. И самый простой и самый легкий способ, с которого начнем, и предлагаю вам с него начать. Если он сработает, то будет хорошо, так как способ реально очень легкий. Вам нужно перейти в настройки, далее Wi-Fi, и вот здесь у вас будет список всех сетей, но вам нужно выбрать именно ту Wi-Fi сеть, подключиться и выбрать ту Wi-Fi сеть, пароль которой вы хотите узнать. Далее, если у вас смартфон от Xiaomi, особенно серии Mi, то этот способ точно сработает. На других нужно проверять, на некоторых сработает, на некоторых нет. Вы нажимаете по этой сети, клацаете. То есть вот так выглядит это на Xiaomi. Вы клацаете вот сюда, и у вас появляется бар-код для того, чтобы поделиться сетью. Предполагается, что человек, который хочет зайти в сеть Wi-Fi, сканирует этот бар-код и заходит. Но мы можем извлечь из этого бар-кода пин-код от Wi-Fi. Сейчас я это покажу как. А перед этим еще уточню один момент, что если на Xiaomi надо нажать просто здесь, то на других телефонах, возможно, нужно будет перейти в настройки этой сети, но в целом вам нужно найти именно пункт «Поделиться сетью». То есть либо здесь нажать, либо перейти в настройки этой сети и найти пункт «Поделиться сетью», чтобы у вас выдал такой бар-код. После того, как у вас появился такой бар-код, вам нужно сделать скриншот этого экрана и далее перейти в Google и ввести, расшифровать бар-код. И прямо первая ссылка выдает сайт, который в принципе справляется с этим результатом, decodeit.ru. Переходим на этот сайт. Здесь выбираем расшифровать QR-код онлайн. Выберите файл, выбираем наш файл, открываем, нажимаем отправить. И буквально через пару секунд у нас есть результат. Тип кода это нам не особо надо. Тип сети, VPA, блокировка, тип защиты. И далее в кавычках как раз и есть наш пароль от Wi-Fi. Я его уже проверял, это действительно этот пароль рабочий. Вы теперь сможете вводить этот пароль в любом устройстве и заходить в сеть Wi-Fi. Еще один способ, как можно считать бар-код, вы можете это сделать прямо в вашем смартфоне на Android через приложение сканировщик бар-кодов. Если у вас установлено приложение на смартфоне для сканирования бар-кодов, вы заходите в него, и во многих из них, в большинстве, есть функция загрузить картинку, и с картинки он уже считает также бар-код, и у вас будет точно такой же результат. Итак, это был первый вариант, наиболее легкий. Предлагаю сразу
использовать его. Если сработает, здорово. Если нет, пробуем второй вариант. Для этого переходим в настройки, Wi-Fi. Также выбираем нашу сеть. И теперь нам нужно изменить эту, зайти в настройки по изменению этой сети. Для этого, к примеру, может в Xiaomi это нужно нажать вот сюда вправо. В других телефонах может немного отличаться. Здесь, к примеру, нужно нажать по этой сети, нажать и удержать. И после этого нажимаем изменить сеть, расширенные настройки, DHCP, пользовательский. И нам нужно выбрать найти шлюз. Нам нужно найти шлюз. Нашли шлюз, копируем его. Копируем его и вставляем то, что мы скопировали, эти цифры, прямо в адресную строку браузера. Вот сюда, без всяких www, прямо вставляем 192.168. Я буду вводить немного другой шлюз, так как этот шлюз это шлюз эмулятора. Моего эмулятора Android в Windows. Я ввожу немного отличающийся, но в вашем случае надо вводить именно тот, который вы увидели в своем Android смартфоне. И нажимаем Enter. После этого мы переходим в настройки нашего роутера. Роутера Wi-Fi. Ага, ошибку допустил. 168. Переходим. И мы попадаем в наш роутер. Далее нам, чтобы узнать пароль Wi-Fi, нам нужно зайти в настройки нашего роутера, в который мы зашли. Заходим в настройки. И далее нам требуется ввести имя пользователя и пароль. Если вы знаете эти данные, к примеру, это ваш роутер домашний, то вводите, и все очень здорово. Если нет, то можно попробовать стандартные админ, не подходит. Либо взять роутер в руки, перевернуть его, и здесь вы увидите username и password, пароль. Вот эти данные вам нужно будет ввести вот сюда. И вы попадаете, после того как вы введете корректный логин и пароль от вашего роутера, вы попадете в настройки роутера, далее находите Wi-Fi, основные настройки Wi-Fi. Здесь увидите эту сеть и нажимаете показать пароль. Вот вы увидите пароль от сети, точно такой же, как мы достали из QR-кода. Это был второй вариант. И для третьего варианта вам потребуется смартфон на Android, Google Play и root доступ к вашему смартфону. В Play Market я не буду подробно описывать, тут все довольно просто, и самое сложное в этом это иметь root доступ на смартфоне. Если у вас есть, то проблем в принципе нет. Пишите что-нибудь в Google Play, узнать пароль от Wi-Fi, читаете отзывы, скачиваете приложение, которое наибольшее имеет рейтинг и хорошие отзывы. К примеру, какой-то показать пароль от Wi-Fi скачал. Какой-то такой должно работать.
Но проблема этих приложений в том, что они требуют root доступ. Но в целом функционируют достойно. Вот, как видите, это приложение не может получить. С root доступом можно узнать легко пароль от подключенной Wi-Fi сети. Итак, на этом все. Надеюсь, какой-нибудь из способов точно сработает на вашем смартфоне, и вы достигнете поставленной цели и решите вопрос этот. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.